Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 сентября. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. И знаки судьбы. 3 карты достанем. Я же хочу сказать, что сентябрь месяц и ясности. Особенно вот с 10 по 20, но я бы так откровенно сказала, что это и до конца месяца как минимум. Почему? Конечно, совпадает у нас сентябрь с периодом коридора затмений. И 7 числа это вас как раз касается. Лунное затмение поднимает, знаете, на поверхность те вопросы старые, какие-то знакомые, будем говорить, темы, которые не новые, увы. И квинтэссенция, то есть вот должно какого-то апогея достичь ваш вопрос или ваша тема, чтобы это было решено. И заканчивается солнечным затмением в Деве, а весь период Солнце в Деве, и это критическое мышление и ясность. И я не буду останавливаться подробно. Вас же хочу пригласить на свой сайт, и я оставлю в описании под видео. Переходите, читайте астрологический прогноз на сентябрь для всех знаков зодиака на моем сайте. Я уверена, подсказок будет больше, причем я постаралась описать основные транзиты, как это вижу я, по крайней мере, до того, как гороскопы идут по знакам зодиака, вот в самом начале. Вот прочитайте, переложите на то, что вы хотите создать, осуществить. Как вам сейчас? Звезды помогают осуществлению ваших планов, а мы идем вперед. Итак, 3 карты, 3 знака судьбы для вас, мои дорогие, любимые, не вскрываю. Рыбы и рыбки. Первый знак судьбы. Что нужно услышать, что важно знать, что там к вам спешит на ваш порог. И, коль уж мы говорили, что может быть, да, какая-то квинтэссенция по тому вопросу, который знаком. Так вот, в чем вы поставили точку или не видели решения, а здесь оказалось многоточие, запятая, то есть вот именно какая-то кульминация. Давайте узнаем. И в связи с этим что прояснится? Что уйдет, а что придет взамен? И по основным сферам жизни. Личная жизнь, любовь в целом, отношения, энергия, денег, финансы и ваши достижения, учеба, труд, согласование, документы или бизнес. Первый знак судьбы. Ух ты! Ну, у кого-то, понятно, дела семейные, дела вашей пары, а для тех, кто один или одна, возможность познакомиться. Все-таки не быть одному или одной. Но вы, мои дорогие, может быть, должны некоторым образом на что-то решиться. Ведь имеется в виду энергообмен. Вы можете познакомиться, если вы... Здесь нам все-таки буквально пара выходит, и у нас сегодня колода 78 дверей. Открыты двери или закрыты. Так вот, свадьбу нам показывают. Тут серьезные идут отношения. Не так что-то временное. Встретились, погуляли, забыли, расстались, да? То есть это вот вообще ни о чем. Нет, а вот для серьезных отношений вы можете встретить человека. Но если вы сами настроены где-то на волну взаимодействия. Тут у каждого по-своему. Может быть, вопросы, связанные с домом, с переездом, с перемещениями, именно по части переезда, да, или, может быть, по работе, когда вы ищете в связи с работой, релокацией офиса, тоже для себя жилье, пусть даже временно, или какие-то командировки, но у каждого по-своему. Но больше, безусловно, десятка кубков. Это, знаете, в этой карте и наше благополучие, в том числе материальное. И стены– это место нашего уюта, покоя. Дом нас принимает любыми. И расстроенными, и радостными. Это куда мы приходим восстанавливать силы. Кто-то банально может делать ремонт или улучшать что-то дома. Но это еще и все же чувство, ощущение, взаимопонимание, мои дорогие. Вот такой знак судьбы. Правда, что-то вы можете тут задумать, делать по закону. Для кого-то из вас, мои дорогие рыбы и рыбки, это может быть как знак судьбы, делай все по закону, то есть не нарушай закон. И если кто-то сталкивается
На самом деле решение насущных жилищных, например, проблем или другого какого-то вопроса. Просто помните, что вы должны понимать, как в отношении вас работает закон. Вот не должно быть какой-то коллизии, да, которая поначалу кажется, ну вот как-то оно разберется, но мы все люди живые, и мы иногда такое думаем. Вот здесь вы должны четко осознавать, что к чему, кому вы даете обещание, за кого вы берете ответственность. Очень часто аркан правосудия говорит про ответственность именно, да, за наши поступки. Не случайно называют причина и следствие, но, скорее всего, с кем-то придется все-таки договариваться. Почему? Карта подсказывает, двери закрыты, да, мы говорим, принципиальное значение имеют двери. Трое спорят на ступенях, и дверь вот эта огромная, дубовая, она откроется только, когда будет достигнуто согласие. Вот, видимо, для вас дипломатия – это ключ к решению даже каких-то очень серьезных вопросов. Хотя кто-то из вас действительно бракосочетание такое может быть, потому что вы, ну, как друг другу даете, может быть, вы встречались какое-то время, или, может быть, это у кого-то из вас и наоборот даже это проигрывается, ведь будем реалистами, да, была семья прежде, хотя карты-то больше позитивные, но исходя из коллизии жизни, опять же, тут бывает у каждого по-разному. Но, значит, когда мы выносим вот такой вердикт, кому-то говорим «да» или кому-то четко говорим «нет», то мы просчитываем последствия. Вот такой знак судьбы. Но я тут больше вижу какой-то позитивный момент в вашей жизни. Посмотрите, король Пентаклей иногда как раз о мере ответственности может говорить. Это ответственные люди. Да, король Пентаклей – это тот, который консерватор. Тот, который следует традициям. И где-то аркан правосудия об этом тоже говорит. Может быть, это вы как раз будете обустраивать свою жизнь. Это может быть, когда какие-то обязательства вы будете, по крайней мере, для себя прояснять, к чему все идет, да, может быть, что-то и просчитывать. Для кого-то из вас это могут быть иногда такое, как знак судьбы, да, вопросы, которые по части финансов тут тоже каким-то образом решаются. Или это вы по части работы будете тут, откуда к нам приходят деньги, для себя тоже, опять же, что-то просчитывать. Но если мы говорим о дверях, дверь тут буквально в сейф, и открываете ее вы. Конечно, это возможности, но присутствует какая-то прагматика или прагматизм, может быть, к жизни. Но часто это проходят супруги, мои дорогие. Вот плюс-минус перекладывайте. Я тут вижу и вопросы согласований самых разных, и вопросы, понятно, как работы, финансов, да, взаимодействия. Ну и лично эта жизнь – это первая карта. Ладно, что же тут как дежавю? Посмотрите, карта заслуженного успеха, работа в интернет. Это и изучение, кстати, языков, мои дорогие, может быть, да, посредством интернет. Или какие-то курсы могут быть, или курсы языков программирования, да. Вы тоже можете изучать. Это может быть как вторичный доход, потому что, ну, как-то обстоятельства так требуют. И я должна сказать, король Пентаклей тот, который надеется сам на себя. Но явно шестерка мечей – это какая-то была тема знакомая или вопрос. Или вы куда-то собирались, иногда ведь мы говорим, шестерка мечей – это карта поездки, переезда, перемещения какого-то. Может быть, это связано с работой, или это будет связано, ну, с какими-то другими обстоятельствами жизни. Может быть, это кто-то, ну, как отпуск, да, отправляется вместе с парой. Тут ведь самые разные. Или перемещение по инстанциям, такое тоже у нас бывает. Но эта карта открывает перед нами новые горизонты. Вот все равно новые горизонты. Значит, я могу предположить, то, что, о чем вы мечтали, вот вам пространство будет давать возможности. Но от этого потребуется ваша решимость. От вас потребуется мужество. Тут, знаете, как первый шаг вы будете делать по той теме, о которой когда-то думали. Может быть, вы даже предполагали, но вам не верилось. Или вы не видели возможности, но очень этого хотели. Тогда высшие силы вам дают эту возможность. Вот я вижу так. Но это не буквально на 100%, вот как бы вы этого хотели. Вот в одночасье все решается. Нет, повторюсь, это первый шаг на пути к прогрессу. А вообще эта карта обещает заслуженный успех. Поэтому тут какой-то длительный
прогресс вам будет обеспечен. Главное, вот как искусство решиться, да, или искусство первого шага. Вот что-то такое у вас может стоять как на кону, может быть, с сентября вообще, не только в эти 10 дней, в эту декаду. Так что же прояснится? Да, вам фортуна помогает. Колесо фортуны. Вы знаете, не раздумывайте слишком долго. Я имею в виду не аналитику, а я имею в виду прокрастинацию, когда вот мы топчемся с места на место, да, вот так вот как бы на месте, точнее, и думаем, а может быть, а не может быть. Ну вот мы не решаемся сделать этот первый шаг, и это все то, что я сказала. Да, фортуна сейчас на вашей стороне. Но не случайно, наверное, колесом называют фортуну. И мы знаем, колесо идет наверх, достигает на верхнем промежутке пика, а потом неизбежно будет спад. Вот вы сейчас находитесь на том отрезке жизненного этапа, когда у вас возможности появляются. Но если ты будешь думать долго, прокрастинировать, и не сегодня, допустим, откликнешься, не сегодня уделишь внимание вот какому-то выбору, ведь тут и выбор часто стоит, вот судя по всем картам, так это точно. Значит, если ты откликнешься завтра, а завтра возможностей не будет. Вот здесь есть и какие-то возможности. Будьте внимательны. По возможностям у вас и будет что-то проясняться. Что уйдет? Ну, может быть, вы будете пересматривать с кем-то отношения. Двойка пентаклей. И обратите внимание, я должна сказать, мои дорогие, закрытых, по сути, дверей нет. Эта дверь правосудия здесь тоже от нашего умения согласовать что-то, да, договориться. А вы люди, наделенные эмпатией, шикарной интуицией, поэтому было бы желание, возможности вы найдете. А вот по части уйдет. Может быть, те люди, которые какое-то время принимали участие в вашей жизни, или с кем у вас были контакты. Это может быть, как могут быть друзья, может быть и родственники самого разного плана, может быть и вы работу, к примеру, меняете, да, и вообще общность меняется людей. Но в чем суть вопроса, да, если мы спрашиваем «уйдет»? На дне бассейна расположена дверь. И если мы спросили, у колоды 78 дверей, да, какие она нам дает подсказки, так вот тут можно сказать знак судьбы. У нас изображены синхронные ныряльщики. И вот эта дверь на дне бассейна, она откроется, когда синхронизирована, или когда есть между людьми взаимообмен, взаимопонимание. Вот тогда и как бы закрытых дверей вообще нет, повторяюсь, да. Так вот, я так вижу, что вы можете сами отказаться от тех людей, с кем не получается найти вот это взаимопонимание, с кем вы на разных волнах, а то и в разных океанах. Что придет взамен? За кем-то либо вы будете наблюдать, может быть и так. Нам показан паш мечей, это может быть и информация какая-то. Может быть, это вы будете действительно как... И вы тут можете быть с разных позиций. Вы можете быть как вот хозяином этого дома, который выходит, да, богатый дом, или тот дом, которым, ну, он именно хозяин, он чувствует себя вот так уверенно. И молодой человек, который за ним наблюдает. То есть вот переложите, как вы чувствуете эту карту. Вы можете быть как и тем, за кем наблюдают. Кому-то интересна ваша жизнь. Поэтому по пажу мечей тут мы, кстати, что придет взамен. Мы часто меняем свое направление. Или мы что-то вообще как в жизни видоизменяем. Да, вы можете быть таким объектом любопытства. И вам об этом не говорят, а просто наблюдают. Но и мы сами можем тут что-то передумать, переиграть и сделать так, а тут у вас предыдущие карты как раз об этом, на что вы не решились раньше. И для кого-то это может быть очень большим сюрпризом. И тогда человек за вами будет тоже наблюдать. Любовь, личная жизнь, вот какие-то разочарования. Здесь может быть, знаете, как в семье, может быть, был разлад, или какие-то отношения были сложные, или у вас долгий период одиночества. Тройка мечей – это всегда, знаете, есть какой-то сгусток боли, который в нашей душе. Но эта карта, тройка, всегда это будущее. Так вот тут она обрисует выздоровление.
У нас эти шрамы, вот которые создались из-за того, что, ну, может быть, было и предательство, может быть, была какая-то очень сложная ситуация, тут у каждого своя. Эти шрамы не зарастут, они будут напоминать о себе, как бы ныть на погоду, да. Но в этом и есть определенный плюс, потому что мы столкнулись с каким-то противодействием, и теперь это нас научило. Вот этот, пусть горький опыт, но он нам дает возможность не найти еще раз какие-то грабли, понимаете? Но, видимо, это не так все быстро и просто происходит, это я согласна. Но аркан правосудия где-то может говорить, что вот настало время как раз твоего выздоровления. Ну, значит, нет закрытых дверей, но мы все разные. Кто-то может и не решиться на какие-то очень важные согласования. Кто-то из вас может думать о том, что прежняя история, которая была со знаком минус, сейчас в моей жизни так до бесконечности будет. А нам карты говорят, да, все зависит от тебя, но сейчас фортуна на твоей стороне. И это могут быть вопросы, отчасти связанные с недвижимостью, или с местом вашего пребывания, или вашими, ну, где-то личными ощущениями, отчасти планами, почти достижением, можно так сказать. Ведь все-таки личная жизнь, она иногда пересекается где-то. Может быть, и работа на дому. Ну, хоть это не напрямую, но если в вашем жилищном пространстве и одновременно и место вашего отдыха, и место работы, может быть, тут надо тоже что-то упорядочить. Ну вот, к примеру, да, переложите эту карту на себя, но у вас сейчас происходит время выздоровления. Финансы. Король жезлов. Карта харизматичного лидера. Ну, лидером быть это шикарно, но будьте внимательны, на что вы соглашаетесь. Вам тут могут предлагать какие-то проекты, и нам изображен лидер на фоне Стоунхенджа. Это хорошо, если эта карта будет ознаменовать вашу идею, когда вы за что-то беретесь, начинаете в новом направлении всерьез этим заниматься. Пусть это то, что вам нравится. От чего вы вот получаете какой-то такой, знаете, душевный драйв, вас это и вдохновляет. Вот тогда это дело пойдет и может даже служить источником вторичного дохода. Я такое допускаю. Это что-то может быть и непознанное. Или то, что вы хотели, вот да, то, что я говорила по шестерке мечей. Ведь иногда, правда, это проходит работа в интернет или новые какие-то цифровые технологии, нам приходится и адаптироваться, ну и изучать буквально что-то, но это непознанное, которое нас манит. Такое для кого-то это непознанное может и стать побудительным мотивом с одной стороны, и как вторичный доход, а с другой стороны это вот вдохновение, когда вам этот драйв душевный просто нравится. Но если мы говорим, ведь это может быть руководитель, или куда-то вас там могут призывать, или это может быть человек, который наделен харизмой, поэтому харизматичный лидер. Он умеет уговаривать. Но это, знаете, где-то больше позиции такого хозяина. Тот, который вам отдает приказы, или делай так вот хорошо, а вот так вот нехорошо. А думать-то приходится самому. Почему? Потому что обещать по этой карте могут многое, а когда речь доходит до конкретного дела, разбираться или работать, или решать какой-то вопрос, вам придется самому. И это у вас на деньги. Вот переложите вашу финансовую составляющую на эту карту, что означает для вас эта подсказка. То есть лидерство есть, но помощи от этого человека не ждите, если это будет сопряжено вот именно с каким-то человеком, да. Ну, а в отношении вас это как раз та тема, идея, которую следует продолжать. Ваше достижение. Вот, наверное, то, что я сказала по вашим планам, или ваше вот желание, которое вам приносит вот и душевный подъем, и вы, может быть, вы люди интуитивные, чувствуете, правда, у меня вот это пойдет, или мне это нужно точно продолжать. Продолжать стоит. Настройтесь на какую-то, ну, может быть, более длительную траекторию. И здесь многое будет зависеть от настойчивости. Конкретно терпение, настойчивость. Потому что прежде чем эта дверь откроется,
как будто кувшины должны наполниться, понимаете? Или мы должны стать специалистом, или мы должны с каким-то вопросом разобраться. Пока не разберемся, ничего не получается, понимаете? Поэтому карта может отчасти говорить ваши достижения. Тут это старший аркан, медленный прогресс. И все зависит от твоей настойчивости. Можем воспринимать как карту совет, если ты будешь, ну, где-то быстро метаться от одного к другому. Или хочу одного. Потом тебя кто-то словно поманил, да, вот этот лидер. И ты уже быстро перестроился. Не, уже туда не пойду, пойду в другую сторону. Или буду заниматься чем-то другим. Вот нужно как-то хаос из твоей жизни устранять. И, может быть, не случайно. Великий консерватор, король Пентаклей, который надеется сам на себя. Но зато он правильно распоряжается деньгами, правильно распоряжается своими ресурсами. И это не только деньги имеется в виду. Деньги – это то, что мы получаем для взаимодействия с миром. А это как правильно мы применим? Свое время, свои знания, свои таланты, свою энергию. Вот куда мы правильно приложим, такой эквивалент мы и получим. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые рыбы и рыбки. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.